Здравствуйте, рыбки! Сегодняшний таро-прогноз мы делаем для вашего знака зодиака. Расклад, который вы сейчас видите, это расклад на следующую неделю, а именно неделю с 3 по 9 августа. Давайте посмотрим, что вас ожидает на следующей неделе, какие вам карты сегодня выпадут на наших двух колодах. У нас сегодня представлена колода 78 дверей, это основная колода, и также таро светлых провидцев, которая будет у нас в качестве дополнительной. Напоминаю вам, рыбки, что вы можете подписаться на мой YouTube канал, можете также оставить лайк или сообщение под этим видео. Я буду знать, что я не зря его записала, и что вам понравился этот расклад. Можете поделиться с кем-то из знакомых рыбок этим раскладом, опять-таки, если вам это видео кажется подходящим для них. Итак, рыбки, давайте посмотрим, что ожидает вас на следующей неделе. Неделя с 3 по 9 августа. Что интересного ждет вас с понедельника по воскресенье. Итак, представительницы знака рыбы. Понедельник. Вторник. Среда. Четверг. Пятница. Суббота. Воскресенье. Первая карта — карта королева мечей. Возможно, что-то будет связано с воздушным знаком зодиака. Это весы, близнецы или водолеи. Также могут быть какие-то обсуждения, рассуждения, разговоры. И при этом по карте Луна они вызывают у вас определенные страхи, переживания. Или вы разговариваете с кем-то о том, что там беспокоит вас или этого человека. И здесь прям вот есть обсуждение с попыткой выяснить нечто. По королеве мечей, так как она очень проницательная, очень прямолинейная, может всплыть какая-то правда, которая по карте Луна скрывалась, или, возможно, вы здесь говорите о своих мыслях, чувствах, которые вы не говорили ранее, то есть просто как будто это скрывали или не хотели говорить до поры до времени, но здесь считаете необходимым, допустим, об этом сказать. Вот она, карта Луна, кстати, карта ваша, рыбки. Дальше идет карта отшельника, нежелание, там, не знаю, окружать себя большим количеством людей в этот день, желание побыть в одиночестве, как в отшельничестве, чтобы о чем-то подумать, поразмышлять, разобраться в себе, в своих чувствах. Также, может быть, для того, чтобы принять какое-то важное, мудрое для вас решение, вам для этого нужна тишина. По карте восьмерка мечей вы можете переживать о чем-то и накручивать себя, действительно, и поэтому вам хочется побыть один на один с собой. Вы как будто думаете, что есть определенные препятствия для того, чтобы достичь каких-то ваших целей, и у вас есть убеждение, что что-то не получится, вы как будто бы думаете о худшем сценарии, может быть, отказываете себе в чем-то, потому что думаете, что это не получится, что да, худший вариант какой-то произойдет. На самом деле здесь от вас требуется мудрость по отшельнику, больше владение опытом, знаниями, которые у вас есть для того, чтобы здесь определенные решения, допустим, принимать. Карта десятка кубков — это карта семьи и всего, что касается семьи, душевного спокойствия семьи, все, что касается ваших близких и счастья вашего и ваших близких также. Здесь, может быть, что-то будет связано там с вашими близкими, с вашей семьей, с вашим домом, и вместе с двойкой мечей вы, возможно, не знаете, как отреагировать на какую-то семейную ситуацию. Может быть, вы стараетесь сдержать свои эмоции, чтобы не сказать что-то лишнее или не сделать что-то лишнее в отношении одного из своих родственников, к примеру. Поэтому двойка мечей. Но также двойка мечей, она в целом говорит о том, что вам очень хочется как будто бы показать свое внимание, заботу и сделать какой-то шаг навстречу человеку, которого вы любите или с которым вы очень близких, дружеских, может быть, да, почти как член семьи, друг в таких отношениях. Также вы стараетесь быть стойкими в чем-то, что касается, опять-таки, семьи, касается ваших близких. Король жезлов — карта огненного знака, возможное общение с человеком знака Лев, Овен или Стрелец здесь. И вместе с картой влюбленная, карта близнецов, возможно, здесь какие-то ситуации, связанные с необходимостью по влюбленным, да, возможностью здесь
какое-то решение принимать, какой-то выбор делать, и он по королю жезлов будет достаточно быстрым, достаточно честолюбивым, да, то есть каким-то таким вот уверенным выбором, правильным, скорее всего, и уверенным выбором по влюбленным. Также здесь может быть какая-то ситуация, где вы что-то обсуждаете, решаете с человеком такого огненного знака, либо который обладает такой характеристикой, который горит какой-то идеей, хочет чего-то достичь целеустремленно, да, даже не соответствуя, допустим, огненной стихии как таковой, то есть другого знака зодиака человек. Но по карте влюбленные здесь возможность сохранить такой союз крепкий, возможность договориться, как-то объясниться, возможность с таким человеком, допустим, если вы общаетесь, то сохранить хорошие отношения. Ну а возможно, здесь вы проявляете себя таким образом по королю жезлов, соответственно. Карта пятерка пентаклей, карта какой-то шаткости финансовой, может быть, каких-то потерь финансовых или каких-то переживаний о своем здоровье, к примеру, что у вас может здесь быть. И по карте шут нужно в целом быть осторожнее к своему здоровью, больше внимания к нему, меньше беззаботности, лучше смотреть под ноги, чтобы не оступиться, чтобы не порезаться где-то, да, или что-то в таком духе, чтобы не произошло, потому что шут — это, знаете, как ребенок, который бежит и не смотрит под ноги. Это такой вот открытый миру, открытый всему новому человек, который очень любознательный, но при этом он не замечает каких-то опасностей вокруг и может оступиться, может просто вот как будто бы по глупости пострадать от чего-то. Поэтому нужно здесь быть как-то интуитивнее, внимательнее немножечко по шуту, быть открытым новому, но при этом все-таки не совершать опрометчивых поступков, не совершать каких-то опрометчивых покупок, трат, о которых вы потом можете пожалеть, потому что можете потерять, допустим, деньги или что-то по глупости сделать, потом об этом жалеть. Карта короля кубков, карта водной стихии, которая вашей является и может говорить о том, что вы чувствуете себя как будто в своей тарелке в этот день, но также девятка жезлов говорит, что вы, возможно, делаете, работаете над чем-то, да, что вам доставляет удовольствие, и по девятке жезлов прикладываете здесь усилия, упрямо работая над чем-то, что вам нравится, либо вы стараетесь защитить себя, своих близких, или выстроить какую-то границу вокруг себя от каких-то недоброжелателей здесь, поэтому девятка жезлов. Карта туза кубков, карта радостного нового начинания, радостных событий, которые у вас могут быть в воскресенье вместе с десяткой пентаклей, они могут касаться вашей семьи, ваших детей, может быть, здесь новость там о рождении ребенка происходит, или крещении ребенка, праздник какой-то, или беременности по десятке пентаклей, или в целом, вот знаете, как какое-то важное открытие, которое вы делаете касаемо семьи, или дарите какой-то подарок, или получаете его, соответственно, от своих близких. То есть карта на самом деле самая позитивная, что ни на есть. Итак, дорогие мои рыбки, на этом сегодняшний таро-прогноз для вашего знака зодиака на следующую неделю, неделю с 3 по 9 августа мы завершаем. Я всем желаю всего самого наилучшего. Берегите себя. До скорого.